Монодинамики, но есть мини-джек и отличный ЦАП на борту. Нет беспроводной зарядки, но есть функция адаптивного устранения мерцания на малой яркости против шума. Одни из самых топовых материалов, которые мне встречались, начиная от упаковочной коробки и заканчивая слотом под сим-карты. И хотя нет официальной защиты от влаги, скорее всего причина та же, что и в OnePlus. Не сертифицировать, чтобы не увеличивать стоимость. Самый большой и интересный смарт, который у меня был. 4К при 60 FPS снимает. 10 часов с активированным экраном живет. Хорошо фотографирует против света и лучшее фото ночью. Память UFC 3.0. Быстрая зарядка 22 Вт. В Antutu космические 480 тысяч и больше. Разблокировка по лицу в наличии, но активируется она после 3 неудачных разблокировок по пальцу. Физическая кнопка включения есть наверху, остальное все сенсорное. Вибромоторчик даже в выключенном аппарате отрабатывает. Музыкальный флагман размером с телевизор. Вспышка в модуле селфи. Сейчас расскажу подробнее. Tube 520, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые емкие обзоры и долгие стримы. Розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц среди подписчиков. Подписывайтесь с колоколом, друзья. А сегодня я расскажу вам о флагмане полугодовой выдержки Vivo Nex 3. И особенно это интересно от того, что у данной фирмы на данный момент издания ролика продаются лучшие ТВС наушники вкладыши, которые есть в наличии на рынке Vivo TVS. А теперь тезисно, как всегда, о телефоне Vivo Nex 3. Я этот аппарат мучаю уже 1,5 месяца. И для всех, кому нужна автономность, месяц назад на стриме по ссылке в правом верхнем углу вы найдете стрим с тестом его автономности при игре в PUBG Mobile. Живучий такой телефончик получился. Комплект, проводная гарнитура с мини-джеком, зарядка на 22 Вт, топовый чехол, который довольно быстро убивается, документация, скрепка для изъятия сим-карт, гарантия и кабель зарядки Type-C. Заводскую защитную пленку снимаю сразу, не уважаю я это дело. Пошло такие девайсы использовать с пленками. Для всех, кто ждет примера съемки, я снимал на этот девайс море обзоров на канале. Самые интересные из них также по ссылкам в правом верхнем углу. На умные часы Amazfit Bip S и на кроссовки Xiaomi Mi J 4. Если хотите посмотреть, что может его камера, самое актуальное посмотреть именно эти обзоры. 2 сим-карты засунуть в аппарат можно. Слота для расширения памяти, к сожалению, нет. По железу оно здесь лютое. Процессор Qualcomm Snapdragon 855+, видеопроцессор Adreno 640. Оперативки 8 ГБ, но уже есть модели с 12 гигабайтами. И у меня на борту 128 ГБ памяти, но китайцы уже продают аппараты на 256 ГБ. И это хорошо. А главное, память не как у некоторых нерадивых Xiaomi-тов, а UFC версии 3.0. 480 тысяч баллов в Antutu, и он в топ-15 смартфонов по скорости уже как полгода. Что здесь еще сказать? Летает на этом аппарате все, что может и не может. Мини-джек здесь не зря. Hi-Fi Sound Chip AK4377A на борту. И приятная глазу надпись Hi-Fi при подключении приличных проводных ушек тоже в наличии. Изогнутый OLED-дисплей на 6,89 дюйма, да еще и водопад. Разрешение 2256 на 1080 точек. Датчиков по максимуму, смысла перечислять их нет, сами все видите на экране. Экран. Грани нечувствительны к нажатиям. К сенсорам за месяц привыкаешь. 94% фронтальной плоскости это поверхность экрана. И это очень круто. Яркость 450 кандел. Более чем достаточно. Цветопередача калибруется без проблем, так что кому что нужно, вперед, сами можете под себя настроить. Плотность пикселей 363 ppi, и это не особо круто. Для примера, у Pixel 4 плотность пикселей 444 ppi. Gorilla Glass 6 класса у стекла на экране и на тыльной стороне, и это топ. Без чехла и пленок царапается телефон по минимуму. Скорее всего, когда олеофобка сотрется, будет царапаться быстрее, но пока она не стирается, как у того же S10 от Samsung. Как вы видите, за 1,5 месяца ничего критичного с аппаратом не произошло. Android 10 версии уже на борту, максимально загнутые рамки водопада. Плавности по мне до топов это 11 Pro Max, либо OnePlus 8, либо 8 Pro, конечно же, телефону не хватает. Сенсорная кнопка включения с виброоткликом, притом даже в деактивированном состоянии, на правой грани. Каплей моноброви нет, селфи-камера выезжает на салазках. Быстро и просто, без лишних звуков. Фронтальная камера просто отличная, великолепный ночной режим, огромный динамический диапазон, 64 мегапикселя с отличным зумом, сканер отпечатков работает как часы. Камера селфи собирает пыль так же, как и делает это корпус, и это значит очень быстро и сильно. Размеры аппарата восхищают. 9,4 мм толщины
толщину при весе 219 граммов. Такая серьезная махина а-ля 11 Pro Max. Сумасшедшая автономность, 9 часов работы экрана вывозит спокойно, иногда и все 10. NFC на борту, конечно же, рабочая. Fun Touch OS как оболочка лично меня покорила. Скорость безумная, настроек на месяц тестирования, хоть свет подсветки экрана настраивай. 128 гигабайт без карты памяти — это, конечно, немного, но и немало. Мне для съемки роликов хватает. В продаже, напоминаю, уже есть аппараты на 256 гигабайт с 5G и оперативкой на 12. У экрана нет 90 Гц, и это довольно серьезный фейл, учитывая стоимость девайса. 4К видео в 60 FPS снимает, и на широкий угол видео снимает тоже. При съемке хромает по мне детализация, опять же относительно супер топов. У фото детализация на фотографиях в портретах меньше, чем, допустим, в том же iPhone 11 Pro Max. И в селфи телефон также слегка проигрывает. Но один аппарат стоит 100 тысяч рублей, а другой 36 тысяч. Нет стереозвука, 90 Гц и беспроводной зарядки. Вот его основные минусы. Также неудобно читать текст на изгибах экрана. К просмотру видео необходимо привыкать. Функция Always on Display только по пробуждению, она такая вся урезанная здесь. Индикатора в виде диодика нет, и это плохо. LED-индикатор был бы здесь нужной приблудой, потому что уходишь и не знаешь, когда вернешься, есть оповещение или нет. По ссылке в описании к видео аппарат на Алиэкспрессе стоит 36 тысяч рублей у китайцев. Для русских пользователей есть ссылка для покупки в Российской Федерации, если сможете найти, это хорошо. Но там эти телефоны, несмотря на оверпрайс, покупают как горячие пирожки, и я в принципе уже понимаю почему. Резюмирую, советую тем, кто сможет купить данный девайс до $600. За эти деньги аппарат просто пушка, особенно если вы любите такого огромного размера лопаты. Но он однозначно не для тех, кому нужна компактность. Смотрите примеры съемки в роликах на канале, пишите, какие еще девайсы вы бы хотели увидеть на моем канале на обзорах, ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, девайс сюда или нет, польза не даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!